Знаете, поймался на мысли, что когда я проходил с самого первого Ассасина, я, по-моему, перед стримом также вот сидел, разглядывал наушники. Старые свои. Еще такие же Хаммерхеды, но только старые. И какое-то такое лютое дежавю. Знаете, у вас бывает такое, что вот я вот так вот, знаешь, вот так вот раз, и я задумался. Я говорю, я где-то это видел, я где-то это, мать его, со мной было. А, Всего лишь навсего разница в несколько лет. Когда-то я скажу, наверное, в несколько десятков лет. Но ладно, окей. Подходим к этому. Здравствуйте всем, друзья. Я сегодня буду немногословен. Я очень много и долго играю в компьютерные игры. Да, наверное, не только в компьютерные, а и плойки были, самые, да, там, Денди, все остальное вот это. И вы знаете, меня когда спрашивают, порекомендую игры. И старые подписчики помнят, что есть такая полочка с играми, да, в котором такая условная полка, в котором мы ставим туда игры, и спустя долгие годы я буду рад к ним вернуться. Прошло очень много уже лет. Не знаю, это с одной стороны грустно, с другой стороны весело. И все пришло к тому, что, в общем-то, потихонечку я возвращаюсь в те игры, по которым я начинаю скучать. Я, правда, по ним начинаю скучать, и мне как будто, знаете, что-то не хватает. И, если честно, меня это немного напрягает, калит, но... Блин, короче, я не знаю. Я не знаю, правда, мне сложно что-то говорить, когда ты возвращаешься к чему-то очень такому близкому, что ли, тебе. Это знаете, как сейчас вернуться там в Ведьмака поиграть или, не знаю, там, в Сталкер в тот же самый. Короче, такие странные, знаете, странные такие ощущения. В общем, сегодня на нашем столе, у нас конец 2023 года, сегодня на нашем столе Assassin's Creed 3. Ремастер. Запомнил еще тогда, по-моему, или где-то что-то писали в комментариях, Лех, рубанись именно в ремастер. Я запомнил, я нашел. Спасибо Русу, огромное, помог с гифтом, все нормально, все четко, все здорово. Мы с вами из-за бага совсем немного не допрошли. Дай мне бог памяти, вы меня, если что, подкорректируете. По-моему, Brotherhood, как же часть-то называлась? Уже много очень времени прошло, и, к сожалению, у меня память вот меня подводит. Ну, я думаю, что ребята... Нет, Brotherhood мы прошли, по-моему, Revolution, да? Откровение, да. По-моему, Revelation. Стоп, Revelation. Во. И там из-за бага мы немножечко не допрошли, а я такой человек... Для меня, понимаете, скачать сейв — это не то уже. Мне проще перепройти заново всю игру и... Ну, знаете, вот как будто вот частичку чужого чего-то вкидываешь, и это... Нет, не хочу. Очень надеюсь, что не обидитесь, ребята, и поймете меня правильно, потому что я вот очень хочу, чтобы все вот было вот то, как мы проходим. Потому что для меня каждая игра — это история. Хорошая или плохая, но это история. Сегодня мы погрузимся снова в мир Assassin's Creed спустя несколько лет. Для вашего удобства на канале Hardplay, то есть на том канале, который вы сейчас смотрите, я создал уже плейлист. Я его просто назвал Assassin's Creed. Это не значит, что там первая часть,
Я не хочу миллион плейлистов создавать Assassin's Creed, как и по многим другим я делаю играм. Просто это будет Assassin's Creed. Сюда я перенесу для вашего удобства все ссылки. В общем, вы будете смотреть прям с самого-самого-самого первого Ассасина. YouTube, благо, позволяет это сделать. Я со второго нашего канала перенесу сюда все прохождения. То есть вы прям будете тыкать и прям подряд смотреть. Это просто... Это такой очень кропотливая такая работа, но из уважения к людям, кто ждал Assassin, я обязательно это сделаю. Так что как-то так. Пусть это будет нашей такой хорошей, красивой историей, потому что частей еще огромное количество у Assassin. Так что как-то так. Что значит далее? Далее я хотел бы поблагодарить сегодня... Не могу это не сказать, хотя не хотел вообще трепаться на этом стриме. Хотел поблагодарить всех фанатов Ассасина, любых абсолютно частей, потому что на протяжении многих лет вы время от времени просили эту игру. И я хотел в новой студии именно начать, но начал именно сейчас, потому что просто хочется уже проходить. Прохождение Ассасина одна из немногих игр, которые я на 100%, я вас, давайте, не прошу ставить лайки, я не прошу подписываться. Я пройду эту игру, проходить мы ее будем формата, знаете, как там, день через день, день через два, но прохождение, чтобы просто она вам подряд не надъедала, я буду делать там 2-3 стрима в неделю по этой игре, хорошо? И я не хочу вообще просить ничего ставить. Давайте так, если вам будет нравиться мое прохождение, вы палец вверх и подпишитесь на канал. И все, вот давайте, это такая наша маленькая с вами будет договоренность, хорошо? Каждый раз клянчить не буду, не хочу, правда, потому что и так вы меня поддерживаете, мне уже стыдно, если честно. Вот, хотя я стример, ничего не стыдно, да? Вот. Я знаю, что, скорее всего, эта игра не соберет какие-то огромные там онлайны или просмотры. Если честно, мне на это настолько насрать, потому что я очень рад. И это, как знаете, какой-то любимой женщине, к любимой там какой-то вещи, к автомобилю. Вот когда ты подходишь и улыбаешься, вот это то же самое. Я... Несмотря на свою безалаберность, люблю опоздать на стрим, там еще что-то, да, я приехал заранее, я потестировал, я скачал, я настроил видео, герцовку, и вот потом я говорю, все, начинаю стрим, потом я опять пошел перепроверил, 100% что-нибудь накосипорил, но, по крайней мере, постарался, понимаешь, потому что, ну, это Assassin, это как вот Fallout, я говорю, Ведьмак, там, Stalker, это такие вот игры. Ну, давайте, наверное, начнем. Я хотел вообще это как бы в новой студии начать говорить, но начну здесь. Прохождение игр впредь, кроме хорроров, да, там, ну, понятно, по каким причинам, может быть сопутствовано матом. Я хочу вернуться к формату конца 2000, сейчас скажу какого, 17-го, начала 18-го года. Вы многие когда-то прятали телефоны, не могли смотреть там меня на большом экране, потому что... Сейчас, секунду. Потому что было много мата. Но у нас когда-то была очень хорошая традиция, я не матерился на прохождениях игр. Я повторюсь, кроме хоррора, по понятным причинам, да, хоррор-игр. Поэтому вы можете, в принципе, смело этот стрим смотреть на телевизоре. Я постараюсь минимизировать эти все вещи, дабы вы могли посмотреть всей семьей. И вообще, в принципе, это как фильм будет, хорошо? Так что, если что, там не обессудьте, если где-то что-то проскочит, но все-таки. Так что прохождение Assassin's Creed будет максимально атмосферным, и я думаю, вам понравится. Спасибо огромное за донаты, я почитаю все чуть позже. Сталкер, спасибо, друг. Вообще за любые, ребят, поддержку, огромный респект.
Можно, когда пойдем там рекламку делать, я все зачитаю и каждого из вас поблагодарю, хорошо? Я предлагаю тоже, позвольте, быстро сделаю интеграцию. Я вообще не хочу от прохождения игры отвлекаться. Займет 2 секунды по винлайну, хорошо? Я просто хочу прям взахлеб начать проходить, и вообще ж меня ничего не отвлекало. Друзья мои, нашим партнером является Винлайн. Уже очень много времени. У меня есть для вас очень важные новости, но я их оставлю до начала ноября. И я хочу точно уже быть уверенным, точно знать, что это произойдет. Игры Assassin's Creed 3 Remastered. Я надеюсь, ничего не сломается. Поехали. Да, наверное, там. Вы за 12 минут 2000 лайков поставили. Я понял, ладно. Не могу прям вот и все. Да, и все, и конец, да. Ой, да. Прям соскучился, что ли, не знаю даже. Ну, как говорится, поехали. Звук я немножечко накачу, с вашего позволения. Немножко здесь пошаманил. Надеюсь, ребят, все будет в порядке. Ну и начинаем одиночку. Я, пожалуй, оставлю, хорошо? Не хочу ничего менять. Когда-то людей, говорящих о конце света, сажали в психушку или высмеивали. Или все сразу. Их никто не принимал всерьез. А может, стоило. Но я забегаю вперед. Лучше я начну сначала. С похищения Дезмонда Майлса, моего сына. У него не было ни амбиций, ни планов на будущее. Зато было наследие, которое он отверг. И чуть не поплатился жизнью. Его посадили под замок. Они думали, он сможет найти для них одну вещь. Яблоко. Один из артефактов, что мы звали частицами Эдема. Остатки древних технологий, разбросанных по земле. Тайные, явные, всегда опасные. Большую часть собрали те, кто похитил Дезмонда. Для всего мира Abstergo Industries. Для нас тамплиеры. Вечные враги. Мы сражаемся 1000 лет. Дольше, если рассказы об их происхождении правда. Да, так и есть. Я видел все сам. В этом прелесть и ужас Анимуса. Это устройство позволяет нам переживать судьбы наших предков. В его силах изменить все. Показать историю, подлинную историю. До его создания победителю досталось главное – правда. Но мы это исправим. Освободим тела и души. Но в наших силах немногое. Тамплиеры держат верх в наши дни. Но близится нечто большее, чем что-то мне это напоминает. Тамплиеры. Больше всех нас. Если мы не сможем остановить его, этот месяц станет последним. Последним для всех. В конечном счете все сводится к нему. К Дезмонду. Анимус открыл ему его наследие. Дезмонд увидел, как жили его предки, открыл их секреты. Он тренировался. Каждый предок в считанные дни передавал ему опыт, копившийся много лет. У нас вышло. Вероятно. Надеемся. Скоро мы будем знать. Зловещая дата близится. 21 декабря 2012-го. Никто не знает, что она принесет. Лишь то, где нам надлежит быть. В этот день. Они направляли нас своим извращенным способом. Голоса первой цивилизации. Голоса предтеч. Расы предтеч, чья сила безмерна, а цели неизвестны. Это они создали частицы Эдема. Вот куда его привели, а с ним и нас. Он стоит у входа в давно покинутое место, а с ним знание Альтаира и способности Эцио. В его руке яблоко Эдема. А мы стоим рядом, готовые помочь, если сможем. Его имя Дезмонд Майлс. И он привел нас к концу. Че-то прям вспомнил эти
Да? Хм. Очень неплохо, кстати, для ремастера. Мы того года. здесь. Кратко, да, всю историю? Просто вот рассказали прям Идем. очень емко, кратко. Ничего лишнего. Эм. И там механизм. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Сейчас. Сочувствую, они доходятся. Такое ощущение, как, знаешь, один огромный механизм. Типа, знаешь, схемы какие-то на стенах или... что-то такое, да? Денис, спасибо большое. Спасибо, ребят. Всем. Думаю, мы здесь. Как вездеход, знаешь, как пропуск. Что это такое? Как будто фрагмент, да, вывалился. Так оно и есть. Звуки потрясающие в игре. Такой год старый, и все равно даже у ремастера. Ключ. Нужно найти Юнона. ключ. Сын? Сэр, Ну вот опять.
Дезмонд? Слышишь нас? Ага. Что случилось? Храм снова вызвал просачивание. У тебя случилось что-то вроде припадка. Найс. И ты засунул меня в анимус вместо того, чтобы, не знаю, проверить, все ли в порядке? Никакой опасности не было. К тому же храм, похоже, говорил с тобой. Я не хотел рисковать и разрывать вашу связь, пока мы не узнаем, чего он хочет. Ага, конечно. Сынок, Ничего. Понимаю. И я знаю, что ищу. Кстати, это ключ. Правда, где он, я не знаю. Может, затем она меня и просочила. она... Юнона. Она говорит со мной. Пятую палату. Хорошо, Дезмонд. Пока ты был в Константинополе, мы обновили прошивку анимуса. Я проведу пару тестов, проверю, нет ли серьезных ошибок. Ладно. Что надо делать? Начнем с простого. Дойди до маркера. Сейчас вспомним. Ручки там помнят, нет? Чё-то вроде Неплохо. Теперь потренируемся лазать. помню. Спасибо, родной. Наверное, вверх. Паркур! Сейчас привыкнем здесь к поворотам камер. Я думаю, что здесь вообще вот так, да. Кто также умеет плюсанить? Ну, чисто по утрам вот так. Пробегись через полосу препятствий. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это условие. Дополнительные задания. Ускоряют синхронизацию. Ладно, Дезмонд. Следуй инструкциям и убей 2 тамплиеров. Думаешь, я до тут долечу? Нужно перепрыгнуть на ту сторону. Я понял. Лазание. Я не помню, как боком. Подожди, но сюда он не забежит? Нет. Подожди, ну сюда вообще, да, это будет? Не пойму. Боже. Слепой. Все, я понял. Я точку, ребят, не увидел. Старость. Я метку забыл. Сейчас привыкнем к геймплею. Просто повиснуть Е, да, по-моему? Маленько помню. Уровень синхронизации в норме. Можно простроить мир. Пора понять, чего хочет храм.
Сэр? Сэр? Все в порядке, сэр? Да, да. Просто задумался, вот и все. Не забудьте приглашение. Мастер Бёрч ждет вас внутри. Благодарю. Где вас... Сейчас, одну секундочку. Админ, ребят, повнимательнее смотрите, пожалуйста. Спасибо. Перед театром. И не тяните. Я не собираюсь ждать. Я мигом приеду. Приглашение, сэр. Взять у вас плащ, сэр. Красивый переход. Ну что? Дамы и господа, будьте так любезны занять свои места. Как говорится, с этого на бал, да, сразу? Добрый вечер, сэр. Сюда, пожалуйста. Извините. Обалдеть, театр огромный просто. Здравствуйте, Хейтем. Реджинальд. Скажу вам без утайки, я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Да, еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой и сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? Красиво. Он устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Я уже нашел. Труп свежий. Sir, Black Mall, that set word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so... Прошу прощения. Простите. Извините. Tom Gates, sir, is found guilty. No lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come. Ну да, здесь практически никто и не увидит. This is death without reprieve. I may venture to book him. Ам, Tom Gag. вообще не видно. Let Betty's line know I'll save her Отвечаю. patient. If I can get more by her staying in. Betty has brought more goods into our lot here than any foreign. Прикинь, в этом And in truth, it is a pity в театре сидишь, good a customer. просто тело лезет. Я бы, знаете, что сделал? Чуть-чуть. Чуть-чуть прям поярче сделал, чуть-чуть. Прям капелюшечку, да? Громкость эффектов, вот она яркость. Во! I love to let women skate. A good sportsman always lets the end bar to decide was the breed the game depends on. Besides, the law allows us no reward. There's nothing to be got except our wives. А чё это вы здесь вдвоем делаете? Twas to her I was obliged for my education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Filch, thy observation is right. We in the
surgeons are more beholden to women Вы будете смеяться, но мне стало интересно, что происходит вот у этих двух даже персонажей. Видел, насколько жизненно они двигаются? Что выясняют, там что-то... as the wench is very active and industrious. You may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Gaines, sir, is found guilty. A lazy dog. When I took him the time Прибухивают ребята. Тоже имеет место быть. Двигайте мышью. А ручки-то вот они. Умом, умом. М? Там сцена, если что. Меня поджилки трясутся. А ты хлебни для храбрости, да и все. А ну. Века идут. Хера ничего не меняется. Джереми сегодня просто в ударе. Он чудо. I make haste and use it, boy. And if your friends know what I intend. Well, I love to make them easy one way or other. When a gentleman is... Добрый вечер. Бонжорно. Как смотрится, нормально? Хейтем, Он знал. лучше бы вы пришли ко мне. Мы бы нашли другой способ. А, не. Да. Но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне. Что с глазами? Пацан испугал больше, чем в хоррорах, я не знаю. Пиздец, как теперь спать-то? Ты видел, нет? Какое буррито? Соли мне, кусковой! Тихо. А кто? Смотри, воры, воры! Спокойно. А кто? Во-во, да-да-да, вот этот! Я тут ни при чем, клянусь. Человека убили! Да-да-да-да, вот он. Прощения, мадам. Из той ложи не выходил Не никто толкайтесь. подозрительный. Я думала, это человек. Вы уверены? Скорее бы выбраться отсюда. Вообще ужасно, ужасно. Куда только охрана смотрит. Это ужасно, вообще просто ужасно. Во время представления еще и моего самого-самого любимого, да. Уходим сейчас же. Что там делают эти люди? А вон, смотри, вон он в парике пошел. Смотри, смотри, Филипп Киркоров. Прочь! Прочь! Глупец. А вон он, догоняем. Да-да-да, вон он. Вон он, видел? Куда вы идете? О. Он мне тоже сразу не по... Бля. Сейчас ты толкнешь. На улицу. Мне плохо. Мне нужен свежий воздух. Нужен свежий воздух. Сиди дома. Ой-ой-ой. Нагнетает.
Ой, плохо, плохо. Сердце, чую сердце плохо. Уходи, уйди. Сердце прям кольнуло. И как вам опера, сэр? Потрясающе. Скучно. Я бы лучше на неоклассику сходил еще раз, да? Тогда поедем? Да. На Флит энд Брайт. Окей, let's Как go. прикажете. Причем тот его ждал. Он ему говорит, мне жаль. Этот говорит, мне тоже. Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ. И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Понятно. Тех, кто правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знание Сам. или оружие, или нечто новое, неведомо для чего предназначенное. Он. Что угодно из этого, или ничего. Эти предтечи по-прежнему загадка. Но я уверен, что бы ни скрывали эти двери, оно пойдет во благо нам всем. Или нашим врагам. Успея не раньше. Вряд ли, благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон, Здравствуйте. точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения. Там карта Если 1 б я к мог миллиону. рассчитать точнее. Ничего, для начала сгодится. Поэтому мы и позвали вас, Кенуэй. Вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Конечно. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного меня мало. Конечно. Здесь имена 5 человек, сочувствующих нашему делу. Каждый одарен уникальными способностями. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Надежный план, Уолтер. Я знал, на вас можно положиться. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. Вперед, Хейтем, и прославьте нас всех. Гениально, гениально. Ты, говорит, точно, говорит, в картах разбираешься? Говорит, да, конечно. А на глобусе, говорит, сможешь секретное место показать? Ну, он примерно где-то вот здесь. Отвечает Александр Друзь. Внимание на табло. Кого? О! Капитан Харт, воробей мой друг. Предлагаю устроить саботаж. Мне не помешает пройтись. О, я понимаю. Что тут? Нифига, тут у вас, слушай, харчей прям добротно. Ну так вот. Просыпается, говорит он, и говорит. Представляешь, говорит, приснилось, сосиской, говорит, кто-то по губам водил. О! О! Плюс час жизни. Мельницы, которые иногда называют ковбойскими шашками. Это настольная игра, существовавшая еще во времена Римской империи. Играется она на доске, каждому игроку выдается по 9 камней фигур. Играющий по очереди ставит камешки на доску. 3 камушка, составляющие линию, дают игроку право убрать одну фигуру противника. 3 камушка надо в линию собрать. Хотите ходить первым? Естественно! Поехали. Так, поехали. Жесткая тактика пошла. 3 фигуры, да, нужно?
3 в линию. Раз. С первого раза чекай. Правда? 2. Ну, а мы вот так. Походил? Да походил, походил. У меня для тебя потрясающая новость, сынок. А, типа, какую убрать? Я на рулетку жизнь свою поставь. Тут ты меня уел. Я тебя не уел, я тебя... Забавно, правда? Ну, в целом неплохо. Но есть нюанс. Слушай, ну ты неплохо играешь, кстати. В целом вообще нормально. Обыграл. А чё, подожди, нужно делать? Не пойму, ребят. Чего? Я что-то не так сделал? У нас же вроде как бы... Я просто не пойму, почему он выиграл. Я тоже не понял прикола, ну ладно. Да ладно, хрен с ним. У нас вроде все в линию были. Странно. Так, ну да ладно. Кто чем занят, да? Ага, даже так. Доброе утро. Здравствуйте. Позвольте вопрос. Вы судовой врач или просто пассажир корабля? И то, и другое. Меня нанял Королевский флот изучать болезни моряков. Так что я буду наблюдать экипаж. В открытом море матросы болеют куда реже, чем люди вообще. Хотелось бы узнать, почему. Надеюсь, вас ждет успех в этих изысканиях. Я тоже. Благодарю вас. Ну, без медика, да. Без медика очень дурно, конечно. У вас есть минутка?
А, вы тоже из Лондона? О, нет, Приятно не из видеть на борту Италии. людей нашего круга. Руперт Мартин, к вашим услугам. Эйтан Кайной. Весьма рад. Кажется, мы вовремя покинули город. Да? Вы ничего не слышали об убийстве в опере? Нет. А кто что это случилось? сделал? До А сих кто, пор кто? толком не ясно. А кто? Я боюсь, не скоро Нет, что-либо а кто? прояснится. Мотивы известны? Точно не ограбление. Возможно, нарушение условий какой-либо сделки. Или же нечто более личное. Кто знает. Но я рад, что уезжаю. В этом городе становится все опаснее. Я начну спагетти, да, на камеру ломать. Я могу. Слушай-ка, ну здесь закрыто. Ляпота. И Вспомнил всё «Пираты будет Карибского как моря». Ты уверен? Еще бы. Я когда-то подводил тебя? Нет, но кое-кто беспокоится. Просто доверься мне. Вот увидишь. Так, наш почетный гость почтил нас своим присутствием. Вернулись бы вы в каюту. Фиалкам на верхней палубе не место. А, мистер Шутник? Но вы-то здесь. О, твоя мамаша, да? говорит, такая жирная! Такая шутка. Довольно, Грейвс. Не суйся. Поехали, раз на раз. Оба, жестко. Вопросы? А, школьник? Как ты? Гляньте-ка! Влез сюда и думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Парни, Поехали. угомонитесь. Если капитан увидит... Дьяволу капитана! Леха И тебя ММА, бил знаешь? заодно! Поехали. Капитан-то за кого? Поехали, жестко. Сюда! Жестко! Вопросы? А? Я Какие-то готов комментарии еще есть? раз, если что. А, еще раз? Тебе нравится? Чё? Да я тебя не боюсь. Поехали. И очень зря. Поехали. Леху Борцуху знаешь? Жестко просто. Сдаетесь? Опа. Запрещенный прием. Как тебе такой расклад? Да, а пищаль мою знаешь? Ух ты. Опасный момент. Что здесь происходит? Здесь происходит убийство. Я жду объяснений, мистер Кенуэй. Это он! Мы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то, чтобы вы развлекались, О! черт возьми. Эй! Канали! На два слова, мистер Кенуэй. Да, чуть не забыл. Возьмите ваш нож. Не вор, не вор. Вы мне не нравитесь, мистер Кенуэй. Но ты мне От вас тоже. на борту одни проблемы. Да? В ваших проблемах повинен отнюдь не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий, и команда вас не уважает. Да. Эй, Гад я ты, не падла, ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Ага, 300. Да, вот как. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Да, вот сюрприз. Я не доверяю никому, так что приходится просить вас. С чего мне вам помогать? С того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Ну, что скажете? Нет. Если это правда, разве у меня есть выбор? Спасибо.
Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять... Я твой жопа, я мой лично палец отрежу носу. вам голову. Вам ясно? Прекрасно. До свидания. Это тебе тут... Да. Тут это тебе не там. А там это тебе не здесь. Ага. Мистер Кенвей, Капитан? что бы они ни затевали, это случится скоро. Ты параноик. Значит, пора за дело. Почему у него усы почернели? Глаза режет. У кого-то картинка плохая. Либо... У меня потрясающая картинка, на самом деле. Что-то не то? Не-не, это все здорово, классно, там ремастер неудачный, там вот это вот. Да-да-да, ребята, очень интересно. А, хотя нет, да. Ярко. А, все хорошо. Без проблем. Где мы еще раз... А, без вопросов. Это корабль. Только что я вот где-то яркость находил. Секунду. Окей. Поехали. Опять харчи урезал. Мол, припасов мало, нечего баловать. Его явно не любят. Ягнятина да вино. Скользкий какой-то малый. И шляпы не снимай. Чё, одной драки тебе мало? Че, еще раз хочешь? Отвали. Ага. Чуешь, блядь? Я как в фильм «Рок-н-ролльщик» попал. Я тебе ничего не скажу. Хорошо подумал. Здорово вы наваляли Грейсу и Квиллу. Пришлось. Ага. Оба упрямцы. Да что же это я? Льюис Миллс, к вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Так что, мне стоит опасаться их? Думаю, они усвоили урок. Обычно они так на рожон не лезут. Но последние пару раз нам пришлось... туго. Да? Капитан стал экономить, порцию резал, жалование тоже, груз стал брать опасный. Ну, Команда тогда недовольна. в чем вопросы? Есть повод для беспокойства? Я стараюсь, чтобы не было. Но капитан должен лучше обращаться с людьми. Бля, подожди, а чему он удивляется вообще тогда? Слышите? А чему он вообще удивлен? Скользкий какой-то малый. И шляпы не снимает. Глаза, видишь, прячет, чтоб мы не видали, как он... Тихо. Вон он идет. Сделай вид, что работаешь. Уж будь добр, сделай вид, что ты работаешь. У меня есть к вам пара вопросов.
Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Ну, логично, да, наверное. Коком надо дружить. Да еще часа два, не меньше. Там в бочонке галеты кому надо. Вообще-то у меня к вам вопрос. В чем дело? Никто из матросов не ведет себя странно? Не говорит ничего необычного? Парни, знаешь, жалуются на собачьи харчи, будто это моя вина. Больше я ничего не слыхал. Мой совет — найдите Джеймса. Он всегда держит ухо востро. А где его найти? Да прямо у вас за спиной, сидит на бочонке. Так. Вы Джеймс? Ага. Хейтем Кенуэй. К вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте. Что-то какая-то это. Так что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Мил старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. А как можно обижаться на людей? Аргументов много. Жрачка скверная. Опасный груз. Там еще какой-то третий был фактор. Вроде бы и как бы и обижаться-то. Добрый вечер. Как дела? А, жалование, Тихо, да, еще, всё. конечно. Самое, Как и должно быть. Три самые главные вещи. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись. Размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? О, Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? по грузу, чтоб, может быть, нашли. Очень интересно. Опять харчи урезал. Мол, припасов мало, нечего баловать. У самого-то ягнять. Что за петушня? Пока у нас галеты да солонина. Ни хрена. Подожди, они еще, он еще кресты краской рисует. Забавно. Забавно, правда? Да. Забавно. Тридцать третий день. Атлантика. Странно это. Как будто путь за кораблем отмечают, но слишком много бочек выкидывают подряд. Может быть, груз кто-то сзади подбирает. Тоже вариант. Есть новости.
Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс. Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! О! Они готовятся стрелять! Живо на шканцы! Готовьте! Эй, береги головы! Не понял. Что-то оказалось-то Это все гораздо сигнал. хуже. Нас хотят не потопить, а захватить! К пушкам! Готовьтесь к бою! А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь. Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой. Окей, let's go. Задраить люки! Найс. Хейтем. Чекай, Вы будем были тонуть, наверху? не выберемся. Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. А, отчего же? То есть... Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? Так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Палец ярости, знаешь, что Дайте мне такое? клинок. Уверены, что вы этого хотите? Но честно. Поехали. С Михаилом Боярским шутки плохи. Че, пес? Че, родной? Попущено. Я велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал, только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль? Бунта не было, это все он. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно. Слышь, старый. Ладно. Чел в чате пишет, какая-то подобие на Ассасина я пас. Какая-то подобие на нормального человека я пас, брат. Сейчас бы третий Ассасин. Надо закрепить шкоты! Я говорил, это безумие! Успокойтесь. Я разберусь с парусом. Кто, я? Что, больше некому? Так, потеем, потеем. Потеем, потеем, товарищи. Там себя корабль не задефает.
теперь у нас точно есть проблема. Нам нужна скорость! Отдать паруса! Хейтем, вы на фок-мачту! Джеймс, на грот-мачту, живо! Ну, в такой ветер, если честно, такая себе идея. Я не удержусь! Тут скользко! Спасибо, спасибо. Штиль, ветер молчи. 72-й день. Вау. Белочек. Ну, ладно. Галета. Что он интересно увидел там? Атмосфера, как будто фильм смотрю. Готовьтесь причаливать, парни! Причаливать? Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки кричат, все ясно! Поднимитесь на Марс и убедитесь! Да легко. У меня уже тропинка протоптана. Ну-ка, 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 ну-ка. Опасный момент. Еще один. Надо так делать, дядя. На тоненькую. Ну тут вообще сказать нечего.
Мистер Кенуэй! Мистер Кенуэй! Да, чем могу служить? Чарльз Ли, сэр. К вашим услугам и очень рад. Я покажу вам город и помогу устроиться. Не нужно, я договорился. Багаж доставят в гостиницу. Скажите, вы сын Джона и Изабеллы? Он самый. И служите под началом Эдварда Брэдека? Да. Но он еще в Европе, и я решил, что могу... То есть, только пока его нет. Я думал... Ну, что именно? Простите, сэр. Я надеялся, что смогу учиться у вас. Здравствуйте, сэр. Я хочу служить ордену и не могу представить наставника лучше. Благодарю. Но вы меня переоцениваете. Как можно, сэр? Сюда. Вор! Хватайте его! Вор, вор, вор! Хорош. Бостон весьма оживленный город. Здесь много на что стоит взглянуть. Как устроитесь, непременно прогуляйтесь по улицам. Кто знает, что вам удастся обнаружить. Минуту. Для начала нужно добыть кое-что. А я пока найду лошадей. А кто? А кто это? Нет, ну кто? Ну кто? Кто не знает. А ну, стой на месте, негодяй! Негодяй. Негодяй. Чёртовы мерзавцы! Этот проклятый город меня в гроб вгонит! Вы расстроены, друг? Признаться, да. И весьма сильно. В чем дело? Меня ограбили. Такая потеря. Хотя я сумел вернуть свое, боюсь, все испорчено. Ваша книга? Не просто книга. Это альманах. Первый, что я написал. Целые труды. Бенджамин Франклин, к вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Вы недавно в Бостоне? Как вы узнали? Вы слишком порядочны. Помогать такой развалине, как я... Не сочтите за труд, сэр. Вы человек молодой. Если вы найдете все пропавшие страницы, я вас награжу. Слушайте, я не знаю. Ничего, ничего. Найдется время, прекрасно. Нет? Так и бог с ним. В таком виде он все равно бесполезен. Но если удастся отыскать все, ищите меня вон в той лавочке. Почему бы и нет? Видите ее? Да. Любопытно. Интересно. Очень интересно. Так, сейчас, ребятки, одну секундочку. Я... Так, одну секунду. Сейчас. Братцы, берегите аккаунты и спойлеры, пожалуйста, не пишите. Потому что придется заново, как говорится, это. Юр, подскажи, пожалуйста, ты здесь? Выключить HDR не на стриме только. После стрима. Хорошо. Полное прохождение будет начало стрима. Я там все подробно рассказываю. Юрчика нет, да? Ну ладно, ничего страшного. Хорошо. Так, ну что ж. Страницы мы запомнили, да? Добрый день,
день, сэр. Я, входите. Торговля. Купить. Толун, спасибо. Мне вот интересно, ее обязательно покупать или нет? Я так понимаю, наверное, да, ее типа по квесту, да, надо взять? Да, саблю и пистолет, типа начальные эти. Началки, да, надо купить. Раз. Кремниевый пистолет. Шикарно. Ну, допустим. Внимание всем! С Олбанского конгресса вернулись представители... F. Не понял. Сейчас механику, ребят, немножко пойму. Наверное, что-то типа такого. Массачусетс! Обещано А возобновление как? переговоров с магавками. Король поощряет образование в колониях. Указом короля в Нью-Йорке основан... А как, допустим, быстро переключить ствол? Не пойму, к сожалению, что он хочет. Не понимаю. Лучший источник новостей. 1, 2, 3, 4 не работает. И двинуться я с места тоже не могу. Нажмите F, чтобы открыть селектор. Из Бостона о Бостоне. F. Ага. Магистрат Нет. Бернс дает золотую гинею за Почему-то любую нет. информацию, которая поможет аресту гнусной банды Конокрада. А как же, подождите. Бостон Газет. Лучший источник новостей. 1, 2, 3, 4 не работает. А если вот так? Неа. Ну да ладно, может быть так и надо. Король поощряет образование в колониях. Знаю, ладно, разберемся. Короля в Нью-Йорке основан... Мы едем в Зеленый Дракон. Владельцы чудаки, но они не любопытные. Потом разберемся. Да и комнаты достаточно хороши. Вам сказали, зачем я приехал в Бостон? Нет, мастер Бёрч сказал, вы скажете сами, что сочтете нужным. Дал мне список имен и велел разыскать для вас этих людей. И вы кого-нибудь Меньше знаешь, нашли? крепче спишь. Да, Уильям Джонсон ждет нас в Зеленом Драконе. Вы его знаете? Не близко, но он увидел знак ордена и пришел, не колеблясь. Докажите свою верность, и, возможно, все узнаете. Я буду счастлив, сэр. Только он ли это? Если тебя не потрясло мое предложение... О, как умею.
ты лживый, похотливый сукин сын. Кажется, мы пришли не вовремя. О, что за вздор, дорогие. Вот, сюда. Желаете что-нибудь поесть или выпить? А может, вам нужны комнаты? Мы уже сняли их. Ах да, помню. Господа Ли и Кенуэй, ваши вещи сейчас отнесут. Нет, 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 нет. Вам нужно что-нибудь Да еще? нет. Да ну нет. Пусть нам не мешают. Сюда. Я все-таки пытаюсь разобраться. Может быть, в настройках где-то есть. В управлении, да, наверное? Нет, это не управление. Вроде все должно работать. Окей. Сэр, Уильям Джонсон. Очень рад. Славный малый, но простодушный. Мне сказали, вы собираете отряд. Говорят, в этих местах есть строения предтеч. Мне нужны ваши знания этих земель и их жителей. Увы, мои труды украдены. Без них я вам бесполезен. Всех все Мы воруют. их вернем. Вы знаете, кто вор? Мой помощник, Томас Хики, начал поиски. Он умеет развязывать языки. Скажите, где его можно найти, и я поспособствую. Говорят, где-то на юго-западе находится разбойничий лагерь. Скорее всего, он там. Чарльз? Сэр? Нам пора. Конечно. Уильям Джонсон был земельным спекулянтом и от имени британцев вел мирные переговоры с индейскими племенами в северных колониях, главным образом с иракезами. Джонсон родился в Ирландии. Переехал... Короче, очередной этот классный парень. Даже почему-то не удивлен. 1715 год, между прочим. Расскажите о себе, Уильям. Ну, не знаю. Я ирландец, родители мои были католиками, что весьма ограничивало мои возможности. Так что я стал протестантом и приехал сюда по просьбе дяди. Но, боюсь, дядя Питер не отличался умом. Он хотел наладить торговлю с магавками, но основал поселок вдали от торговых троп, а не на них. Я пытался уломать его, но... В общем, умен он не был. Итак, я взял то, что удалось скопить, и купил себе клочок земли. Построил дом, ферму, лавку и мельницу. Ну, Все очень он скромно, поднялся очень но неплохо. в хорошем месте. И оно окупилось. Так вот, как вы подружились с магавками. Да, так. И эта дружба окупилась сторицей. Но ваши друзья не знают о постройках предтеч? О тайных храмах, древних руинах? И да, и нет. Здесь много священных мест. Вроде скал, прогалин, гротов. Не похоже на то, что вам нужно. Ни чужого металла, ни странного блеска. Оно хорошо скрыто. Даже от них, видимо. Не отчаивайтесь. Ваш клад предтеч отыщется. Даю слово. За наш успех. И скорый. Ну что ж.
Интересно. Очень интересно. Мне кажется, я что-то неправильно сделал. Может быть, цифрами. Как там? Как же оружие, блядь, выбирать? Цифры нет. Стоп. Нампад. Два сабля. 4 этот. 2, 4. 3. 2. 3. 4. То есть чисто теоретически в настройках можно же на цифру, да, наверное, поставить? Это, наверное... Предполагается, что стража должна положить конец. 3 пистулька. 2 этот. Томас Хики? А вы кто? Хейтем Кенуэй. Как фильм, да? И что, я должен вас знать? Придержи язык, слышишь? Тише, Чарльз. Уильям Джонсон послал нас в надежде, что мы вам поможем. Больно мне нужна помощь. Тем более от лондонского хлыща. Воров я уже нашел. Тогда что вы прохлаждаетесь? Думаю, как с ними управиться. Я знаю как. Валяйте. Я убью часового и зайду к стражникам в тыл. Вы двое к воротам. Когда я открою огонь, атакуйте. Так мы застанем их врасплох. И убьем половину раньше, чем они опомнятся. Спасибо. Правая, да, кнопка мыши? Приготовьтесь. Но дождитесь моего выстрела. Да, пока мы не разозлились. Убирайтесь отсюда. Да, пока мы не разозлились.
Я бы их вообще не трогал. А нужно ли? Тоже мне застали врасплох. Подкрепление! Стреляй, пока до нас не добрались. Возьмите тему шкоты, и не придется перезаряжать. Чуть не успел. Очень хотелось проверить. Назад! Красиво. Назад! Внутри безопасно! Что теперь? Можно взорвать дверь. Стреляй по бочонкам. Потрясающая боевка. Ну что за дело? Выходит, не очень-то тут безопасно. Мягко говоря. Бросьте оружие, и я отпущу вас живыми. И я предлагаю тоже. Мы не враги. Я лишь хочу вернуть эту вещь ее владельцу. Это Джонсон законный владелец? Повторять не стану. Я тоже. О, на мужика. Зачем такому сброду книги и карты? Кто вам платит? Разборки Я 17 живьем не века. видел. Только указания в тайниках. Боевка шикарная. Но они платят, и мы довольны. Что ж, это в прошлом. Так и передай своим хозяевам. Они спросят, от кого? Нет, они знают. Хейтем, у этого есть патроны. Не хотите подобрать немного, раз ваш Я пистолет очень пустует? хочу. Я-то, знаешь, вообще люблю... Жаль, что... Ну, вот зеленый дракон. Выпить охота. Поехали, пацаны. Только не спешите. Тут непочатый край. О, Берегите понял. сундук, Чарльз. Мы займемся берегите этой лицо, швалью. Чарльз. На, спасибо. Ха-ха, дурак. Где лицо? Ты хорошо подумал? Эй, у них Не наверняка стыдно? карманы не пусты. Не пропадать же добру, правда? Вы спятили? Вы что, запамятовали, что на нас напали? Кто? Вечно вы испортите Напал? всю забаву. Че это валяется? Вот еще, ну-ка, братика, возьми-ка. И вот она, нарядная. На праздник нам Остановите! пришла. Сию минуту, сэр. И много-много радостей детишкам принесла. Просто забейте. Я, кажется, нашел. Ого! Куда ты труп взял, дурак? Брось! Опа! Counter-Strike! Что, дебил? Бери другую. О, пошло. Сука. Это всего лишь дураки с ножами.
Та-та. Они мало что могут. Меня беспокоят совсем не они. Попаду отсюда? Или нет? Врываемся! Жестко! Опа, смотри! Так и было запланировано. Было. Ах, было, девки, было. Почему бить не могу? Лаги. Видели? Видели, да? Жесткие лаги были. Жесткие. Опа! Ой-ой-ой, потеем. Чуть в сиську попал. Да хорош! Я тебе сейчас чучу на мандрючу, понял, нет? Вы что устроили-то? Быдло. Ага. Что здесь? Видел? Обманный маневр. Да я не понял, немножко, если честно. Хорошо. Все. А что за пот такой? С чем связано-то? Автоприцел у меня вроде нет никакого автоприцела, я его не ставил. Ты о чем? Я так понял, да, стрелять надо только тогда, когда белый этот Если так и подсвечивается. дальше пойдет, пусть лучше мистер Джонсон удвоит мне жалование. Можно было еще, кстати, одного типа. Держите. Благодарю, мастер Кенуэй. А теперь, что нужно вам? Знаки на амулете. Они вам знакомы? Не видели подобные у индейцев? Похоже на изделие Ганьягеха. Выясните точное место. Я должен знать, откуда он. С моими записками? Возможно. Посмотрим. Ребят, ну это прям фильм. Томас. Безумно нравится. Что? Спросите комнату. И ванну примите. Думаю, мы здесь задержимся. Угу. Ребят, все советы в комментарии, как всегда, строчите, я буду читать, смотреть. Окей. Так, а мы продолжаем. О, кстати. Сейчас, одну секундочку, мы... Да, вот так вот будет лучше. Поздравляю, Ир. Добрый вечер. Мило. Будь здоров. Ну, Чарльз, не так уж он плох. Эй, Кэтрин, толстуха! Вернись сюда! Мне надо выпить! Как ваши поиски? Одних карт и расчетов мало. А местные жители? Сначала мы должны завоевать их доверие. Пожалуй, я знаю, как этого добиться. Тот один малый обращает индейцев в рабство. Если их освободить,
Знаете, где они? Боюсь, нет. Но Чёрч знает. Он посредник в таких делах. И он в вашем списке. А я-то ломал голову, кому обращаться. Браво! Умели же игры делать. Есть новости? Так, слухи. Ничего конкретного. Я знаю, вы же ищете что-нибудь необычное. Храмы всякие, духи да прочая древняя пакость. Но пока мои парни ничего не накопали. Никаких безделушек на вашем черном рынке. Ничего. На каком рынке? Кое-какое скверное оружие, да награбленные побрякушки. Вы ж просили, чтоб светилось там, жужжало или еще что. Так вот, ничего такого нет. Не сдавайтесь. Ага. Вы мне оказали услугу, мистер. А я всегда плачу свои долги. Желательно втрое. Спасибо, Томас. Кров да кусок хлеба. Уже спасибо. Не волнуйтесь, я все устрою. На удивление. Вам здесь нравится, Чарльз? В Бостоне есть своя прелесть, пожалуй. Вообще в колониях. Конечно, города здесь не сравнятся с Лондоном в роскоши, зато люди честнее и трудолюбивей. Мне нравится здешний дух пионеров. Да, это невероятно смотреть, как страна встает на ноги. Встает ли? С севера все лезут французы, на юге испанцы со своими претензиями. Что это, новый свет? Или новое поле боя? Эта история стара как мир, и вряд ли что-то изменится. Мы, люди, жестокие и отчаянны в борьбе за земли. Саксы и франки, османы и сафевиды. Можно вспоминать долго. Вся история мира — одно порабощение за другим. Мы жаждем больше, больше и больше. Я молю Бога, чтобы было иначе. А я действую. Посмотрим, кто преуспеет. Я просто сказал. Да, но слова опасны. Это сила. Интересно. Я уже поиграл. Прелестно. Да нахер. Чарльз. Сэр? Кажется, не только мы ищем мистера Чёрча. Черт, и где он может быть? Что нам делать? Искать его. Идем. Я покажу, как. Хера ты ценитель искусства. Участились стычки на границе. Французы и англичане привлекают индейцев на свою сторону. Написать его родным, как думаете? Не надо совать нос не в свое дело. Благими намерениями. Французы и англичане привлекают индейцев на свою сторону. Если бы вы только видели, они, несомненно, были пьяны. Причем среди бела дня. Boston Country Journal. Любимая газета за Пенни.
Этот дебошир хочет стать врачом? Вряд ли из него выйдет что-то путное, если продолжать в том же духе. Какой позор! Родители Бенджамина были бы в ужасе. Возможно, стоит послать за ним кого-нибудь, пока он не опозорился на весь город. Они ушли на северо-восток. Наверняка в поисках какого-нибудь кабака. Сперва расспросите этих людей, а я поднимусь повыше. Участились стычки на границе. Французы и англичане привлекают индейцев на свою сторону. О как. Эй! Пара-пара-пара. Яхай, блядь. Как в фильме Зорро. Могу. Поехали. Помните этот фильм? Мое почтение. Ой, можно я ничего не буду говорить? Время подслушивать. Вдруг кто-нибудь да знает, что сталось с Бенджамином. Я спросил торговцев. Никто ничего не видел. Проклятие! Они лгут! Ага. Но что делать? Угрожать без толку, не упрашивать же. От слов толку мало. Арестовать одного, да в колодке. Языки развяжутся. И не только у него. По всему городу тут же начнут орать, как их власти притесняют. Только этого нам и не хватало. Тогда проще махнуть рукой. Жертва мертва, а те, кто знает, в чем дело, они молчат. Раз они покрывают убийц, Где-то логика пусть здесь сами есть. все и расхлебывают. Уменьшить зону поиска можно подсказками. Тут где-то еще разговор патрульных. Надеюсь, сейчас найду, где они стоят. Карта почему-то, правда, пока не открывается, но зона у нас потихонечку уменьшается. Сейчас попробуем еще найти. Так понимаю, не вон там ли стрелочка показана, нет? Попробуем. Беленькая, видишь, стрелочка? Интересно, это работает как раньше? Помните этот удар? Так, точно. Работает.
А чё, есть чё? А если найду? О, чуть-чуть. А ну-ка, ну-ка. Нашел я их вторых. Эти вообще гуляют. А как? А я могу? Опа! И он говорит Чорчу, так или иначе долг надо платить. Я ему не завидую. Незавидная участь. Что они затеяли? Ничего хорошего. С ними был резчик. Верно искали тихое местечко, чтобы обделать дельца. Когда резчик берется за работу, крик стоит до небес. Кстати, пожалуй, завтра мясо лучше не покупать. Это точно. Ага. Мне показалось? Здравствуйте, ребят. Чуть-чуть попозже донаты все прочитаю. Чуть-чуть. Сосредоточьтесь же! Легко сказать. Моего друга убили у меня на глазах. Поточнее, что случилось? Их было 3. Нет, 4. Нет, И 5. все явно с подмоченной репутацией. Они несли 5-го. Он был избит без сознания. Томас, дурак, хотел помочь, так его зарезали. И просто ушли. Будто так и надо. Будто все в порядке. Куда они пошли? Я не знаю. Я все пытался остановить кровь и... Постарайтесь же вспомнить. Туда. Как у деда яйца Кажется, висят. Чё? Кто странный? Повисеть нельзя? Видите? Мы скоро отыщем Чорча, как я и говорил. Скажите, где вы всему этому научились? Видите ли, это все часть моего воспитания. Орден ставит восприятие во главу угла. Оно направляет бег наших ног, движет нашими руками в бою. Что важнее, оно меняет чувства. И мы начинаем познавать мир иначе. Потрясающие диалоги. Полезет он за мной? Да. Шах и мат. Пока нет никого. Смотрите, у них полно часовых. Нужно миновать их. Я даже знаю как. А кто? Заперто. Мне нужен ключ. Ждите здесь. Прекрасная идея. Ключ у начальника караула. А кто?
Там, наверное, монеты, да, надо было кинуть? Всё, я понял, парни. Трупы, кстати, говорят, проще лутать гораздо. Да, конечно. Стелс наше все. Я думаю, что там нужно было киллять. Интересно, как там все-таки нужно было пройти? Я думаю, что там нужно было бесшумное убийство делать, да? Но могли обернуться. Я почему-то думал, что он типа даст пройти, но нет. Ну типа я же не бежал, ничего. Ладно, ключ нашли. Вот так-то. С другой стороны, можно было с воды их забрать. Либо кулаками задушить. Неужели непременно нужно все усложнять, Бенджамин? Выплатите мое вознаграждение, и я все прощу. Бенджамин. Ни за что, мне не нужна защита. Раз мы здесь, защита вам, без сомнения, нужна. Как грубо. Так, что же нам сделать с нашим гостем? Можно отрезать руки. И прощай его карьера. Можно вырвать язык, чтобы не болтал попусту. А можно и яйца, чтобы усмирить его. Не надо. Не надо, дядя! Столько вариантов, так что же мне выбрать? Все разом. Погодите! Возможно, я поторопился с отказом. Мне очень жаль, Бенджамин. Но шанс уже упущен. Сайлас, будьте практичны. А я практичен. Но вы не оценили мою щедрость. Учтите, дважды я в дураках не останусь. 5 лайков. Боюсь, мне не по силам глядеть на такое варварство. Мое почтение. Отыщешь меня потом, резчик. Вы пожалеете, Сайлас, слышите? Я отомщу! Нет. Сильно в этом сомневаюсь. Немножечко отсюда, немножечко оттуда. Славный получится трофей. Что нужно делать? Сумасшедший. Поехали, смотри. Эй, я здесь, Здравствуйте, негодяи! негодяи. Слушай, я здесь! Кто вы? Хейтем Кенуэ, к вашим услугам. Я не понимаю. Зачем вы здесь? Пойдемте, мистер Чорч, и я все объясню. Вообще он нам должен. И должен он очень жестко. Это прям очень мягко сказать, что он должен.
Ну вот, и еще пара монет в карман. Джонсон рассказал, в чем дело. Вам нужен как раз тот человек, который схватил меня. Его зовут Сайлас Тэтчер. Этот хлыщ работорговец? Не обманывайтесь его манерами. Он отъявленный мерзавец и садист. Что вы знаете о его людях? Их больше сотни. И половина красной мундиры. Это все из-за рабов? Да. Нет. Он капитан королевской роты. Командует фортом Саутгейт. Нужно пробраться туда. Дайте подумать. А пока я займусь последним рекрутом. Это Джон Питкерн. Я вас провожу. Леха, стрим сохранишь, друзья мои? Внизу в описании к стримам вы должны уже привыкнуть. Есть ссылочка на плейлист. Каждое прохождение игры сохраняется на канале. Вы его можете найти в плейлистах. Видео. Заходите на канал, раздел видео — это загружаемые видеоролики. Обычные видосы, фан, развлечения, авторские. Дальше трансляция — это и есть стримы. По порядку, как они идут. Соответственно... Что там еще? Плейлисты — это плейлисты. Так что... Окей. Зачем вы пришли? Новый рекрут. Новая полежка в костер. Идите. Как вам это удалось? Вы забыли, сэр? Я подчиняюсь генералу Брэдбеку. Когда не служу вам, конечно. Где-то здесь есть. Питкерн, вы дурак и предатель. Назовите причину, почему я не должен прикончить вас прямо сейчас. Вы собирались отчитываться? Или надеялись, что вас тут не заметят? Если позволите объяснить... Хо-хо! Да ради бога! Очень интересно послушать. Я не дезертир, сэр. Я здесь по приказу полковника Амхерста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. У меня нет письма. Моя служба такова, сэр, что... Такие вещи не доверяют бумаге. Хейтем. Генерал Брэддок. Вероятно, я зря удивляюсь. Волки часто охотятся стаей. Мистер Питкерн отлучится лишь на пару недель и вернется в полк, когда мы покончим с нашими делами. Явно весьма темными. Мало того, что мне буквально приказали отпустить Чарльза, но о нем речи не было. Я его не отдам. Эдвард, послушайте. Мы закончили. Проводите их. Вилку убери свою, Шляпа усатая. Этого я не ожидал. Ведь я когда-то звал его братом. Что теперь? Если мы вернемся, нас прогонят. Нам тут делать нечего. И им, к счастью, тоже. Идемте. Что вы задумали? Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Теперь, когда я подам знак, отвлеките солдат Брэддока и заманите их в тупик. Веселитесь и отдыхайте в любое время года. Успею, не успею. Куда же теперь? Может, в Мальборо? Нет. Там довольны жизнью. Дома богатые, забот мало. Алин-стрит и Шип-стрит? Да.
Можно было бы открыть сразу. Много проблем. Они скорее схватятся за возможность набить кошелек, чтобы покормить Сорян, детей. ребят. Сорян. Голосок к вечеру садится. Давай! Эй! Вы все воры и негодяи! Будь проклята ваша война! За ним! Сами такие же, не болейте. Давай, 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 родной. Оставь его, Эдвард. Опять ты. Отпусти нас. И Джона Питкерна тоже. Я не дам оспаривать мой авторитет. Я понял, И вычеркиваем. Скандалы их всех. Хера себе. Нахер за трещину. Ты был моим братом когда-то, и я не подниму на тебя руки. Но если мы встретимся снова, тогда пеняй на себя. Вы свободны. Предатель! Ну, ступай! Ищи с ними миражи! Надеюсь, ты вспомнишь меня! Вы неспроста учинили этот бедлам. Чего вы хотите от меня? Я все объясню по дороге. В вонючей яме! Смелый малый. Что-нибудь нарыли? Простите, я хотел спросить вас о Брэддоке. Вы явно хорошо его знали. Когда-то Эдвард был одним из нас, и я считал его близким другом. Он был храбр и смел, как редко кто бывает. Но все изменилось после Берген-оп-Зома. Французы захватили крепость. Нам пришлось эвакуироваться. В порту был спрятан ялик, на котором мы должны были бежать. Что такое У ялик? пристани какой-то Типа юноша лодочка какая-то? стал умолять спасти его семью. Я согласился, но Эдвард отказал. Ялик. Юноша назвал его трусом. Первый раз слышу. И Эдвард убил их всех. Даже детей. Я и теперь не знаю. Впервые он убивал так. Или я просто не замечал раньше. Так или иначе, Парусная лодка. все изменилось.
Мы еще воевали бок о бок, но всякий новый поход был страшнее предыдущего. Он убивал много. Врагов, союзников, солдат и простых людей, виновных, невиновных. Неважно. Он убивал всех, кого считал помехой. Повторял, что жестокость всегда эффективнее прочих средств. Этот его девиз разбил мне сердце. Я не представлял. Он хорошо это прячет и запугивает тех, перед кем обнаруживает себя. Те, кто упорствует, обычно долго не живут. Его надо остановить. Да, вы правы. Но я лелею глупую надежду, что он может еще одуматься. Я знаю. Глупо верить, что тот, у кого руки по локоть в крови, может измениться. Зря я об этом заговорил. Простите, не хотел вас огорчить. Вздор. Мы теперь братья. Между нами не место секретам. Как что узнаю, так сразу и скажу. Господа, кажется, я нашел решение нашей проблемы. Точнее, Одиссей нашел. Ади кто? Новый знакомый? Греческий герой, болван. Позвольте объяснить. Мы пройдем форт Сайлоса, притворившись друзьями. Проникнув внутрь, мы освободим пленников и убьем Сайлоса. Хитроумно. Я за. Так. Тогда начнем. Сперва надо найти подходящий обоз. Стандартная схема. Троянский конь. Угу. С текущего момента никому не разрешено. Обоз скоро будет здесь. Атакуем по сигналу. Все ясно, сэр. Если все рассчитаем, сможем застать их врасплох. Веселитесь и отдыхайте в любое время года. Музыкальные услуги. Свежие Уикли. И вы знаете, когда-то был такой у нас, по-моему, мультфильм, да? Напишите в комментариях или здесь на стримчике, где вы это могли слышать. Вот это вот на самом интересном месте, да? Друзья мои, я думаю, что на сегодня пока что хватит. Как и говорил, может быть, через день, через два, может быть, будем с играми-однодневками как чередовать, будем проходить Ассасина. Это потрясающе. Это я смотрю взахлеб, и все вот эти вот, которые чирикают, графика не та, еще что-то не то, вы послушайте диалоги. Вы послушайте, насколько с любовью вот игра сделана. Это просто, это как бальзам на душу. Я сижу, слушаю, и у меня прям кайф, знаете, такой вот. Да. Поэтому мы сейчас продолжим стрим. Все, кто хотели посмотреть конкретно, непосредственно, да, Assassin's Creed, топите. Я не буду вас просить ставить лайки, как и говорил. Но до завтра 10 тысяч, если ставите, прям завтра же и сделаю. Как будет поднадоедать, будем чередовать с другими играми. Потрясающая игра, шикарнейший сюжет. Пройду от начала и до конца с превеликим удовольствием. Плейлист сделал уже в описании. Напоминаю всем, Assassin's Creed будет просто называться плейлист. Ни первый, ни второй, ни третий. Там вы найдете все части, абсолютно все, с полным прохождением этой игры.
Напоминаю также то, что чтобы не пропускать стримчики, я знаю, что огромнейшее количество людей смотрит в повторе. Огромное вам спасибо за каждый ваш комментарий, за каждую вашу подписку. Я вам, правда, ребят, благодарен. Потихонечку идем к 3 миллионам. Также напоминаю всем то, что в Hard Insight, в нашем телеграм-канале, ссылочка тоже есть внизу в описании, вы можете что сделать? Подписаться и не пропускать